Меня зовут Амели Диппер, мне 17 лет. Я учусь в старшей школе Коппердейла, а это мои школьные друзья. Если вы пропустили прошлый эпизод, то вот краткое содержание. Мир моды – это не просто подиумы и наряды. Это настоящая арена, где выживают только те, кто готов нарушать правила и устранять конкурентов. Мой модный блог на тренде растет как на дрожжах, а подписчики жаждут увидеть мои новые образы. Кстати, благодаря продажам я уже накопила приличную сумму, которая позволит мне покрыть расходы на учебу в университете и жить не завися от родителей. Ах да, и самое важное. После коротких, но насыщенных поисков я наконец-то нашла идеальное платье для выпускного, который уже совсем близко. Меня зовут Амели, а это мои дневники. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Дорогой дневник, сегодня на экзамене я так замешкалась, что вместо ответа на вопрос написала «помогите». Теперь у меня новый статус, я мастер тупых ответов. Неделя до экзамена была напряженной, и мы усиленно готовились, буквально не выпуская учебники из рук. На уроках флористики мы пытались хоть немного отвлечься и найти успокоение в искусстве бонсай. Но даже это не помогало. В шахматном клубе прошли решающие матчи, и победителем стал Сухён. Его выносливость на этот раз всех удивила. Лео был замечен в компании Кей-О и Юланды на уроках живописи. Похоже, он всерьез увлекся искусством. Этот парень все больше меня удивляет. Энтони опять подкинул мне зловонную капсулу в шкафчик. Ну ничего, я тебе еще отомщу. Получай бомбу-вонючку 5 уровня. Это бургер без глютена? Нет? Ну ладно. Тем временем у Карла и Сухёна все сложно в отношениях. Они то ссорятся, то мирятся, и мне кажется, что Сухён уже выжил из Карла все соки. После урока математики Лео и Оскар опять устроили митинг. Они требуют дизайнерскую форму для футбольного клуба и коллекционные фигуры для шахматного. Возможно, Лео станет политиком, а Оскар, как обычно, готов поддержать любой кипиш
Оскар такой Оскар. Говорят, что они уже планируют следующую акцию, которая будет включать нечто вроде флешмоба Т-поза. И эта акция действительно не заставила себя ждать. На следующей перемене уже вся школа выстраивалась в нелепые фигуры, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Это немного отвлекало от предстоящего экзамена, но напряжение все равно витало в воздухе, и даже улыбки были какими-то нервными. Джек попросил меня устроить ему тренировку с мячом. Может, он действительно хочет вступить в команду? Или это просто предлог, чтобы побыть со мной? Мы разговорились, и все шло прекрасно, пока в наш разговор неожиданно не вмешалась Йоланда. Джек тут же переключился на нее и начал флиртовать прямо у меня на глазах. Что это было? Это шутка? Может, он просто злится, что я не пригласила его на выпускной? Оказавшись на улице, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, я неожиданно встретила Джека. Вернее, он налетел на меня и, не сказав ни слова, поцеловал. Похоже, я ему действительно нравлюсь. На следующий день Джек подошел ко мне и предложил стать напарником по пакостям. Не этого я ожидала, конечно. Он разве не понимает, что я все еще злюсь на него? И до сих пор не ясно, с кем он пойдет на выпускной. Тим целыми днями проверяет школьные чаты и смотрит, что о нем пишут. И уверяет, что статус короля бала у него уже в кармане. А вот Джек и Йоланда, кажется, идут на выпускной вместе. Чудесно. Кажется, ни Тим, ни Джек не ценят меня по-настоящему. Тим видит во мне способ укрепить свой статус, а Джек не определился и ведет двойную игру, не проявляя искренности. Я считаю, что достойно быть с тем, кто любит меня, за то, кто я есть, а не за мою трофейную роль. И уж тем более я не хочу быть частью чьей-то игры. Возможно, мне стоит отпустить нездоровые отношения. В конечном итоге, выпускной – это всего один вечер, а мое счастье и уважение к себе куда важнее. Пятница. День экзамена. На экзамене я вдруг поймала на себе странный взгляд Оскара. Кажется, гормоны ударили ему в голову. Все знают, что этот взгляд значит всем о мире. Мне в голову пришло лишь два варианта – ответить или игнорировать. Но это же Оскар, школьный комик. Какая уж тут любовь. Но самое интересное произошло позже. Проходя мимо туалета в спортзале, я заметила мерцающий свет из-под двери. Любопытство взяло верх, и я приоткрыла дверь. То, что я увидела, повергло меня в шок. Йоланда меняла свой облик на образ пришельца. Я так и знала. Это много объясняет. Ее странное свечение и отчужденность. Теперь мне нужно выяснить, зачем она здесь и что ей нужно. В это время мои родители расслабляются как могут. Им сдавать экзамен не нужно. Они решили отпраздновать мамину беременность и запуск ее нового бизнеса на слизнях в недавно открывшемся ресторане неподалеку от нашего дома. Говорят, там подают блюда экспериментальной кухни из продуктов, которых Ньюкрест еще не знал. Заинтригованные этими слухами, родители отправились на дегустацию.
Однако обед не обошелся без сюрпризов. Мама позже поделилась, что официант, похоже, был явно нездоров. Он выглядел неуклюжим и умудрился уронить ее заказ. А его кожа имела какой-то странный фиолетовый оттенок, будто у него развилась синюха. Hanabi. Monique was sore. Sikaloo, honey. Папа был в полном восторге от ужина и не переставал восхищаться необычными блюдами. Он настолько впечатлился, что завалил свои сторис всемограмми фотографиями еды. Видимо, надеясь, что это произведет фурор среди его подписчиков. Мама же, напротив, теперь уверена, что наверняка подхватила от официанта какую-то заразу. В результате она поспешила выпить какое-то зелье для профилактики. Спасибо интернету за рецепт. Вечером после экзамена, который я, кстати, успешно сдала, я вспомнила о том, что хотела поискать информацию о пришельцах в интернете. Оказалось, в сети много историй о похищениях пришельцами и о том, как симы-мужчины, пережившие похищение, рожают пришельцев. Я сразу поняла планы Юланды на Джека. Завтра после выпускного бала они сделают это. Она завладеет телом Джека для своих инопланетных развлечений. И хоть мне немного грустно, что Джек выбрал Юланду, а не меня, я не допущу этого. Не будь я Амели Диппер.